Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирога под названием арбатский. Очень легкий и вкусный. Рецепт несложный, мои дорогие. Все у вас получится. Самое главное, делайте все именно так, как я вам показываю. Ну что, мои дорогие, начнем печь? Для теста нам нужно будет взять 300 грамм муки. Мука у меня уже просеянная. Добавляю 100 грамм холодного масла. Если масло у вас не совсем холодное, положите в морозилку буквально на 10-15 минут. Нужно будет сделать крошку. Делаем это или с помощью терки, или просто порубить большим ножом. Кому как удобно. Я делаю с помощью терки. Постоянно окунаем масло в муку, так намного легче. И вот такая крошка у нас получается. Перетираем все хорошенько, чтобы у нас объединилась мука и масло. Духовку нужно будет включить разогреваться на 180 градусов. Делаю луночку и буду добавлять сметану. Здесь у меня 150 грамм сметаны и 1 чайная ложка соды. Перемешиваю хорошенько и добавляю. У кого нет сметаны, прекрасно можно заменить сметану йогуртом. И теперь нужно будет все тесто быстренько собрать в один комок. Добавляю ванилин и соль. Вначале собираю лопаточкой, а потом уже можно будет руками все это сделать. Самое главное работать быстро, чтобы крупинки масла у нас не растаяли под руками. Все это быстренько-быстренько собираем вот в такой комочек. Форма 26 сантиметров. Ничем ее застилать не нужно. Нужно будет равномерно распределить все тесто по форме. И поднять, конечно, бортики. Следите именно в том месте, где донышко соприкасается с боковыми стенками формы, чтобы эта часть не была очень толстая. Поэтому пройтись нужно будет рукой именно по этому кусочку формы. Прокалываем вилочкой, чтобы у нас тесто поднялось равномерно. И нужно будет запечь в духовке приблизительно 15 минут. Для второго теста нам нужно будет взять 3 яйца, щепотка соли и 100 грамм сахара. Все это взбить. Взбиваем хорошо, чтобы яйца побелели. Добавляю ванилин и добавляю 100 грамм муки. Мука хоть у меня просеянная, я ее просеиваю еще раз, потому что тесто бисквитное, это второе у нас. Чтобы оно было более легким, нужно просеять муку обязательно. Аккуратненько перемешиваем, чтобы яйца не осели у нас. Разрыхлитель я не добавляю в это тесто. Остаток муки тоже просеиваю. Это все мы делаем, пока печется первый корж. И вот такое тесто получается. И хотя мы будем выпекать 2 раза, это абсолютно несложно. Пирог легкий в приготовлении. Вот такого цвета у нас получился первый корж. И здесь у меня 300 грамм джема. Джем лучше брать не совсем кисленький сюда. Сегодня у меня джем из черной смородины, так как первый корж у нас не сладкий.
Какой у вас дома джем есть, тот и кладите. Можно и абрикосовый, и любой. Даже с яблочным я делала, и тоже получается очень вкусно. Равномерно распределяю все эти 300 грамм по форме, по первому коржу. И сверху наливаю остаток теста. Аккуратненько распределяю лопаточкой тесто, чтобы оно везде у нас равномерно было. Сверху посыпаю крупно нарезанными грецкими орехами, 50 грамм приблизительно. И снова отправляем в духовку. Выпекается пирог еще у нас где-то приблизительно 30 минут. И вот такая красота получается. Можете проверить, конечно, готовность деревянной шпажечкой. Приблизительно где-то через 20 минут, 25 минут уже можно проверять, открывать духовку. Но 21-25 минут духовку не открывайте. Пирогу нужно дать обязательно время, чтобы он остыл. Хорошенько. Как только он остынет, режем. Если вы его порежете раньше, тепленьким, он может рассыпаться просто-напросто. А так кусочки будут вот такие аккуратные. Посмотрите, какая красота получилась. Пирог бесподобный. Он абсолютно не приторный. Верхний слой бисквита очень похож на безе. Верх хрустящий, а внутри мягкий. Попробуйте приготовить. Напишите, мне понравился вам рецепт или нет. Получится он у всех. Он абсолютно несложный, мои дорогие. И вкусный. Пирог на все случаи жизни. Напишите мне, откуда вы меня смотрите. Нравятся вам мои рецепты или нет. Пьете вы чай с моими тортиками и пирогами. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Немножко нам еще летних дней осталось, а потом опять начинается осень. И будет у нас много-много яблок. Ну что, мои дорогие, всем приятного чаепития. Пока-пока. До новых встреч. Всех люблю.